Общий привет, вы на канале Фан-Фан Мышан, и это первый выпуск нового формата. В любом хорошем сценарии есть момент, когда история начинает идти совершенно по-другому. Например, классический блокбастер «Терминатор 2». Сначала герои убегают от жидкого терминатора, а потом Сара Коннор решает уничтожить фирму, благодаря которой в будущем начнется война машин. Жертва превращается в нападающего. В других фильмах тоже есть такой момент, и он называется midpoint. Но и в реальных историях тоже можно найти момент, когда все изменилось. Именно этому и будет посвящена серия роликов на этом канале, которую я назвал midpoint. Для первого выпуска далеко от кинематографа отходить не будем. Я расскажу вам об удачной шутке, которая обернулась одним из самых громких провалов. И, конечно же, попробую найти момент, когда все изменилось. Так, сегодня речь пойдет о грандиозном провале фильма «13-й воин». К чему это ты клонишь? Для начала вернемся назад. 1976 год. Майкл Крайтон, автор популярных книг, многие из которых уже были экранизированы, попал на лекцию, которую читал его друг. Она была посвящена скучной литературе, и в частности в ней упоминался англосаксонский эпос «Беовульф». Это один из самых важных текстов на английском языке, и при этом один из самых скучных. Майкл Крайтон был в корне с этим не согласен, и в шутку предложил написать на основе «Беовульфа» историю, которая станет популярной. Так и появилась книга «Пожиратели мертвых», которая действительно стала бестселлером. Пока все идет хорошо. Переносимся в 1990 год. Майкл Крайтон работает над романом «Парк юрского периода», и киностудии выстраиваются в очередь за права на экранизацию этого романа. Победил, как мы знаем, Стивен Спилберг, и Майкл Крайтон был нанят, чтобы написать сценарий на основе своего романа. В итоге фильм стал большим хитом. Пока все еще идет хорошо. Но, правда, уже есть один нюанс. Майкл Крайтон был писателем, а не сценаристом. Он очень хорошо умел буквы и, как оказалось, не очень хорошо в кино. Итоговый сценарий «Парка юрского периода» был написан замечательным сценаристом по имени Дэвид Кэп, и фильм очень сильно отличался от книги. Кстати, если вы не читали книгу «Парк юрского периода», рекомендую вам это сделать, это действительно интересная и захватывающая книга. Но именно как книга. Успешным кинофильмом ее сделали именно Спилберг и Кэп. После триумфа «Парка юрского периода» киностудии кинулись скупать все написанное Майклом Крайтоном. А поскольку к этому моменту он уже сам имел опыт как в написании сценариев, так и в кинорежиссуре, то в качестве бонусов за права он стал требовать все больше и больше контроль в качестве продюсера. И его вмешательство действительно пошло на пользу фильму «Смерч», который достойно выступил в прокате. Пока все идет замечательно. Но и тут есть нюанс. Режиссером фильма «Смерч» был Ян де Бонд, который начинал как оператор. Кстати, отличный. Он снимал такие фильмы, как «Крепкий орешек», «Смертельное оружие 3», «Основной инстинкт». Потом удачно дебютировал в режиссуре, поставив кинофильм «Скорость». Но на съемках «Смерча» Ян де Бонд забуксовал. Он потерялся в материале, рассорился со съемочной группой, и вмешательство Майкла Крайтона было очень кстати. Тем временем режиссер Джон Мактирнан, который снимал «Хищника» с Арнольдом Шварценеггером и «Двух крепких орешков», заинтересовался тем самым романом Майкла Крайтона «Пожиратели мертвых». После успеха «Парка юрского периода» права на этот роман оказались у компании Synergy Pictures Entertainment. Фильмы этой компании в Америке прокатывал Disney, к которому и обратился Джон Мактирнан. В результате договоренности между компаниями Synergy и Disney был дан зеленый свет съемкам фильма «Пожиратели мертвых». На главную роль был утвержден Антонио Бандерас, который был в те годы восходящей звездой. Итак, у нас есть популярный роман успешного писателя, режиссер хитовых блокбастеров и восходящая звезда в главной роли. Все как нельзя лучше. Но именно в этот момент Брюс Уиллис ссорится с костюмершей, и фильм «13-й воин» оказывается обречен. Стоп, что? Какой Брюс Уиллис? Какая костюмерша? Какой заяц? Какой орел? Какая блоха! Сейчас объясню. В январе 1997 года начались съемки фильма «Бродвейский дебошир» с Брюсом Уиллисом в главной роли. Точнее, они не начались, потому что Уиллис, который и до этого был не самым покладистым человеком на площадке, в этот момент поймал конкретную звездную болезнь. Он был недоволен всем и всеми, и сначала поссорился с костюмершей Кэрол Одитс, потом он поссорился с исполнительным продюсером, с сопродюсером и режиссером Ли Грант. Брюс пошел по
по всей производственной цепочке и в конце концов заявил главе компании, которая снимала этот фильм, что с этими людьми его сиятельство работать не будет. Чтобы не откладывать старт съемок, компания приглашает режиссера Денниса Дугина, с которым Брюс Уиллис уже работал на сериале «Детективное агентство. Лунный свет». Но в итоге на площадке сложилась настолько нерабочая атмосфера, что глава компании, которая производила съемки еще до того, как был снят хотя бы один кадр будущего фильма, приняла решение закрыть проект. Прокатом этого фильма должна была заниматься компания Disney. Юристы Мышиного дома хорошенько наехали на Брюса Уиллиса и урегулировали этот вопрос. В результате деньги, которые компания уже потратила на производство бродвейского дебошира, ей были возвращены. Казалось бы, инцидент исчерпан. Но компания, которая производила бродвейского дебошира, находилась в сложном положении. Ее проекты сильно проваливались, и она очень сильно рассчитывала, что фильм с Брюсом Уиллисом станет большим хитом, и это позволит ей расплатиться с долгами и вообще остаться на плаву. Но в итоге они просто получили назад вложенные деньги, а этого для дальнейшего существования компании, увы, не хватало. И уже в апреле 1997 года компания начала процедуру банкротства. Причем здесь 13-й воин? А при том, что обанкротившейся компанией как раз и была Synergy Pictures. Большинство ее проектов закрыли, а те, что уже находились в стадии производства, в том числе и 13-й воин, передали другим компаниям. И это был путь, который приведет к одному из самых крупных провалов в киноиндустрии. Но мидпоинт для 13-го воина наступил именно в тот момент, когда Брюс Уиллис поссорился с костюмершей. Дальше костяшки домино начали рушиться одна за другой. Почему? Потому что производством «Пожирателей мертвых» занялась компания Touchstone Pictures. И чтобы понять, что это за компания, надо откатиться немножко в прошлое. В начале 80-х компания Disney переживала очередной кризис. Ее семейные фильмы и мультфильмы оказались в прокате неконкурентоспособными наряду с господствующими тогда «Звездными войнами» и «Индиана Джонсом». Тогда было принято решение расширить линейку продукции и выпускать фильмы более взрослых жанров. Но имя Disney начало работать против фильмов других жанров. Зритель не шел на фантастику и триллеры под маркой Disney, а те, кто шли именно на фильмы Disney, оказывались разочарованными. Тогда Disney делает следующий маркетинговый ход. Они организовывают компанию Touchstone Films. И все не мультфильмы и не семейное кино выпускают под именем этой компании. К середине 90-х название сменили на Touchstone Pictures. Именно эта компания и начала производство «Пожирателей мертвых». Понимаете, что произошло? Disney из прокатчика стал производителем. А это подразумевает намного больший творческий контроль. И с этого момента на съемочной площадке «Пожирателей мертвых» образовалось троецарствие. С одной стороны был Джон Мактирнан, режиссер и инициатор съемки фильма. С другой – Майкл Крайтон, автор книги и обладатель творческого контроля по контракту и гигантской уверенности в собственной правоте по итогам съемок фильма «Смерч». С третьей стороны – компания Disney, которая лучше всех знала, как снимать собственные фильмы. Каждая из трех сторон стремилась снять наилучший фильм. Проблема в том, что это были три совершенно разных фильма. В чем же разница? Джон Мактирнан хотел снимать «Хищника» в сеттинге Конана Варвара. То есть мистический триллер о группе воинов, которые сталкиваются с загадочным и сильным противником, но с мечами и на конях. Он даже хотел позвать композитора Конана Безила Полидуриса и Арнольда Шварценеггера на эпизодическую роль. Если вы смотрели «13-й воин», то помните, конечно, эту сцену дуэли викингов. Так вот, этого большого викинга и должен был сыграть Арнольд по замыслу Джона Мактирнана. Майкл Крайтон помнил, что изначально «Пожиратели мертвых» — это литературная обработка эпической саги о Беовульфе. И он хотел снимать эпическое приключение, а это совсем другой жанр. Более того, он помнил, что Беовульф — это достаточно скучное произведение, и только его литературная обработка сделала эту историю интересной. Поэтому он хотел максимально придерживаться текста книги. И тут ключевое слово «текст». Крайтон уверенно чувствовал себя прежде всего при работе со словом. И когда в фильме мало говорят, он вообще не мог представить себе, как это может иметь право на существование. Дисней же хотел снять блокбастер со звездой в главной роли и подростковым рейтингом. 3 разных фильма. Но пока, в начале съемок, больших конфликтов еще не было.
Все обсуждалось, и решения принимались в пользу одной из сторон. В такой атмосфере в июне 1997 года стартовало производство фильма «Пожиратели мертвых», основной этап съемок которых завершился в декабре этого же года. Начался постпродакшн. Пока все идет по плану. Только композитор Бэзил Полидурис отказался работать над фильмом, и вместо него был нанят другой, который написал музыку в таком же мрачном и нагнетающем стиле. И, соответственно, Арнольд Шварценеггер в камео не появился, потому что в это время ему делали операцию на сердце, и после которой он выбыл из кино на 2 года. Премьера фильма была назначена на март 98 года, но мы-то с вами знаем, что мидпоинт пройден, и паровоз на всех парах несется в пропасть. Февраль 98 года. Первый показ чернового монтажа на тестовую аудиторию. Музыка пока не закончена, часть спецэффектов отсутствует. Реакция публики описана как менее чем восторженная. Что это значит? Непонятно. Но для Диснея очевидно, что пока это не будущий хит проката. Джон Мактирнан назначается не справившимся, и его отстраняют от работы над фильмом. Майкл Крайтон уверен, что материал его книги испорчен видением Джона Мактирнана, но он знает, как все исправить. Дисней меняет название фильма на «13-й воин», несмотря на то, что в кинотеатрах уже 3 месяца этот фильм рекламировался как «Пожиратели мертвых», и отправляет его на досъемки под руководством Майкла Крайтона. При этом увольнение режиссера тщательно скрывается, а пересъемки объясняются тем, что Антонио Бандерас повредил спину и важные сцены не успели снять. Поэтому это никакие не пересъемки, а досъемки. Как же Майкл Крайтон чинил фильм? Джон Мактирнан здорово владеет кинематографическим языком. Он сторонник того, чтобы показывать, а не рассказывать. Например, многие смотревшие фильм помнят сцену о том, как герой Бандераса выучил язык викингов. Где ты выучил наш язык? Это Мактирнан, потому что в книге рядом с героем Бандераса всегда находился кто-то из викингов, владеющих греческим, который объяснял происходящее. Крайтон, наоборот, сторонник слова. Он начинает убирать из фильма те места, где ничего не говорят, и вставлять туда бесконечные текстовые объяснялки, что же происходит на экране. Более того, он не умеет работать с движением камеры, поэтому он просто ставит статичную камеру, перед которой актеры проговаривают текст из книги. Это для него и есть экранизация. Мактирнан очень тонко чувствует юмор. И Арнольду Шварценеггеру, и Брюсу Уиллису позволялось на съемках много импровизировать, и удачные шутки Мактирнан точечно оставлял в фильме. Крайтон же уверен, что в его эпическом приключении шуток должно быть по минимуму, и только те, что уже были в книге. Из-за разности этих подходов и потребовались до съемки, чтобы срастить вырезанное или заменить сцены на диалоговые. Забавно, что в некоторых местах Мактирнан был ближе к тексту книги, чем сам Майкл Крайтон. Например, в книге мать Вендалов – это такая древняя старуха. Но Крайтон переснял все сцены с ней с молодой актрисой, потому что считал это более по-киношному. Более того, у Мактирнана сцена с матерью Вендалов – это была финальная битва, ровно так же, как и в книге. Но в Дисней были недовольны, что весь фильм «13 здоровых викингов» идут убивать старуху. И даже замена ее на молодую симпатичную девушку смысла не поменяла. Без разницы весь символизм, который заложен изначально в саге, Диснею нужна была финальная битва «Воин против воина». Это же блокбастер. И Крайтон вводит в фильм некого вождя Вендалов, вся суперсила которого заключается в том, что он носит рога. В результате получается самая идиотская и скомканная финальная битва. Потому что там не говорят, там действуют. А в этом Майкл Крайтон, как мы уже с вами выяснили, не силен. Кроме того, здесь стало очевидно, что Крайтон больше писатель, чем сценарист, потому что возник драматургический парадокс. После одной финальной битвы, который ввел весь фильм, внезапно начинается другая финальная битва, которая также внезапно и заканчивается. Зритель в недоумении. И на тестовом просмотре версии Майкла Крайтона тоже. Почему же не работает фильм? Ответ очевиден. Из-за музыки. Тут же приглашается композитор Джерри Голдсмит, который вместо мрачной нагнетающей музыки, заказанной Мактирнаном, пишет эпичную и приключенческую. Чтобы понять разницу, посмотрите 2 тизера. Один, как задумывал Мактирнан,
а второй – это видение Крайтона. Michael Crichton and director John McTiernan. The 13th Warrior, rated R, starts Friday, August 27th. Это два совершенно разных фильма, причем в одном торчат уши второго. Поменяли музыку. Еще один тестовый показ. Сюрприз! Все еще не работает, а костяшки домино продолжают падать. В прокат выходит «Маска Зорро» с Антонио Бандерасом, и он из восходящей звезды становится международной. Дисней говорит: к черту викингов, нам нужно больше Бандераса, он нас спасет. Одна деталь. В книге герой Бандераса – это рассказчик, он наблюдает за событиями, а главное действующее лицо – это глава отряда воинов Беовульф, которого Майкл Крайтон замаскировал под именем Бульвайф. И МакТирнан снимал с этой же точки зрения, что главный герой – это Бульвайф. Расширить роль Бандераса можно было только за счет сокращения экранного времени других воинов, а они отвечали за экшен. Соответственно, экшена в фильме становится меньше. А это блокбастер про викингов. Что делать? И теперь уже Дисней совершают маркетинговый парадокс. Они в подростковый фильм вставляют кровавые сцены и повышают его возрастной рейтинг. Где-то на съемочной площадке фильма «Афера» Томаса Крауна недоумевает один Джон МакТирнан. Если бы вы мне изначально дали взрослый рейтинг, о котором я, кстати, и просил, то я бы и снимал этот фильм по-другому. И действительно, все эти кровавые кадры, внезапно возникающие в фильме, смотрятся довольно странно. Помогло ли это фильму? Давайте хором. Нет, конечно. Вся первая часть фильма, где МакТирнан знакомил зрителей с героями, посмотрите «Хищник», он умеет это делать, пошла под нож. Вывод Бандераса на ведущую роль привел к тому, что зрители вообще не понимали, кто все эти люди рядом с ним, зачем они куда-то идут, кто из первоначальных воинов остался жив, а если погиб, то когда. Дисней поблагодарили Крайтона за проделанную работу, потом посмотрели на этот конструктор Лего, который они получили в итоге из совершенно разных наборов, и поняли, что как его не пересобирай, хит не получится. В результате они выпустили 13-го воина в мертвый сезон и без всякой рекламы, где он и провалился под тяжестью своего огромного из-за доработок бюджета. Стал бы этот фильм хитом, если бы его снимал только МакТирнан? Неизвестно. У него тоже был ряд спорных решений. Например, в книге викинги идут защищать невероятно красивый дворец, столицу Древней Дании. У МакТирнана же это маленькая деревушка викингов. В любом случае, все, что у нас осталось от версии МакТирнана, это кадры, вошедшие в фильм, несколько фотографий со съемок и музыка первоначального саундтрека. Тем не менее, я лично знаю людей, для которых «13-й воин» — это любимый фильм. И сам я его с удовольствием посмотрел как в 90-е, так и перед подготовкой к этому ролику. И у него была бы совсем другая судьба, если бы Брюс Уиллис не поссорился с костюмершей. Поддержите этот канал подпиской и комментарием, а если есть возможность финансовой поддержки, то в описании будут реквизиты. А на этом все. Ну, дальше будет много интересного.